Да. Скорость это про нас. Ну что ж, любители соус-лайков, вас приветствует команда rqnr.ru. Сегодня мы детальнейшим образом рассмотрим, пожалуй, лучшую оптимизацию, по нашему мнению, и только попробуй нас переубедить, на новую игру Respawn Entertainment. Titanfall 3? Нет, на Star Wars Jedi Fallen Order. It's amazing. Игра разработана на Unreal Engine 4. Даже не верится, что EA не заставили разрабатывать игру на своем Frostbite, с которым умеет работать лишь DICE. И вы скажете, зачем что-то мудрить, если можно просто скопировать команды из нашего видео по The Outer Worlds. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. И наконец-то настало время собрать все команды воедино и посмотреть на финальный результат. Список всех команд, а также готовые полностью протестированные наборы команд в готовых файлах вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Но не все так просто. Например, если мы перейдем в расположение конфиг файлов, то увидим, что хитрый Винс Зампелло нам ни хера не оставил. Yes. Здесь лишь один конфиг файл и больше ничего нет. Если мы зайдем в игру и попытаемся изменить настройки графики, то упремся в средние настройки. И все, дальше не переключается. Так что, это получается низкие настройки? Тогда кто их додумался назвать средними? Ошибка локализации? Нет. Здесь фишка в другом. Давайте откроем один единственный конфиг файл. Что мы здесь видим? Правильно, значение Scalability Group равно параметру 1. Что в Unreal Engine 4 означает средние настройки. Если мы поставим напротив какого-либо пункта 0, то игра применит этот параметр, потому что в так называемом дефолтном файле прописаны настройки графики для параметра 0, но разработчики не стали добавлять низкие настройки в меню игры. И сейчас мы узнаем почему. Будем устанавливать значение 0 для каждого пункта отдельно и смотреть на изменения. Первым будет настройка дальности прорисовки. Как мы видим, пропала трава вдалеке. Точнее, ну как пропала? Она просто не отрисовывается. Если мы подбежим поближе, то она появится прямо перед нами. Далее идет настройка сглаживания. Если мы его отключим, то появятся характерные лесенки на объектах. Также пострадают волосы на голове Кэлла. Это происходит из-за отключения метода временного сглаживания, сокращенное название TAA. Данный метод использует данные из предыдущих кадров для сглаживания картинки, в нашем случае шевелюры Кэлла. Тени! Здесь даже не стоит заходить в саму игру, достаточно увидеть начальный экран, в котором все стало намного темнее. В самой игре тень Кэлла явно подменяет какая-то лего фигурка. Причем глобально тени не пропали, понизилось только их качество. До слишком уж предельного уровня. Боже мой! Инфаркт 20 лет. То, чего мне не хватало. Действительно. Из-за направления источника света тени на лицах становятся белыми или даже полубелыми, что пришло к нам явно из фильмов ужасов. Также из-за теней снова пострадали волосы, только в этот раз мигают не они, а тени от них. Постпроцесс Quality. Здесь изменений практически не видно, может немного гамма темнее стало. Следующая настройка — качество текстур. К сожалению, с нашей видеокарты здесь мы не увидим изменений, потому что все упирается в 1 гигабайт, и текстуры и так на самых низких настройках. Даже в дефолт файле прописаны настройки только для однерки, то есть для средних настроек. И если игре не хватает видеопамяти, то она берет настройки из этих строк. У нас текстуры даже не прогружаются до конца, но вот если бы у нас была 2 гигабайтная карточка, то изменения в качестве мы бы обязательно увидели. Качество эффектов. Если мы ставим 0, то, например, в этой сцене пропадают такие эффекты, как дым, пар и разлетающаяся искра от удара молотком. Немного кринжово выглядит. И последнее — Foliage Quality. Здесь мы не обнаружили видимых изменений. По идее, здесь так же, как и в оптимизации The Outer Worlds, должно уменьшаться количество травы, но здесь она и так кусками расставлена по локации, возможно, поэтому нет изменений. Ну или они есть, но просто искать их слишком долго и не имеет смысла. Возможно.
А теперь давайте попробуем везде проставить нолики и посмотреть, что будет в игре. Так, ну прибавка вполне себе, около 10 кадров в секунду. Но какой ценой далась эта прибавка? Загибайте пальцы, мерцающие волосы, пиксельные тени, очень темная гамма по сравнению с низкими, заштукатуренные лица, а также вот это вот вы только посмотрите на это. Нет, это не видюха совершила отвал, это игра офигевает от происходящего на экране. Причем встречается это не только здесь, но еще и во многих других местах. Но что, если мы скажем, что можно получить куда большую прибавку при меньших потерях? Не верите? Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Мы подготовили целых 3 версии оптимизации, которые отличаются по графике и соответственно приросту FPS. Нулевая версия, пожалуй, самая демократичная версия. Траву не отключает и даже никоим образом не затрагивает наши любимые тени. Поэтому здесь не будет пиксельных теней, либо, что еще хуже, твоей бывшей после того, как она накрасилась. Дает приятную прибавку и лишена различного рода компромиссов в угоду высокому FPS. Версия под номером 1 – основная версия. Оптимальный баланс между графикой и FPS. Отключены эффекты, понижено качество теней, убрана трава. Дает прибавку больше 10 кадров в особо трудных местах и около 15 кадров при спокойном геймплее. Вторая версия, темная лошадка, дает наибольший прирост FPS, почти что двухкратный. То есть у вас было 20 FPS, стало 40 и даже порой 50. Ничем не отличается от первой версии, кроме как полностью отключенными тенями. Не лишена недостатков. Сравнивать их между собой мы будем на всех 6 планетах. На самом деле их 7, но это уже будет спойлер. Поэтому будем тестировать на 6 мирах. Так мы досконально изучим каждую версию, ее влияние на FPS и графику. Важно посмотреть, как оптимизации ведут себя в разных сценариях. Тесты будем проводить на видеокарте, явно не предназначенной для этой игры, хоть и в своем самом производительном исполнении. А именно на GT 730 с 1 гигабайтом GDDR5 памяти. Нашей первой остановкой будет Бракка, которая является самым началом игры. Здесь происходит вся завязка истории, и мы сразу рубим с плеча прямыми сравнениями низких настроек и версии 1. Версия 1 — это такая золотая середина между нулевой и второй версией. Меньше потребляет оперативной памяти, а что главное, видеопамяти. Поэтому внимание, смотрите на эти кадры. Да, с оптимизацией полностью прогружаются текстуры и даже четко видны капли дождя. Разве это не спасение для обладателей 1-гиговых карт? С первого, да и со второго взгляда даже кажется, что графика стала лучше, как минимум намного четче. А вот преимущества второй версии в полной мере раскрываются на участках с большим объемом теней. Прирост колоссальный, более чем в 2 раза. Но не все так замечательно, как могло показаться. Так как во второй версии полностью убраны тени, то в некоторые моменты, прошу заметить, не во все, появляется наша любимая белая штукатурка. Это происходит при определенных ракурсах и зависит от сцены. А точнее, как на сцене выстроено освещение и с какой стороны источник света. Богано. На низких 23-24 FPS, а вот с версии 1 32-35. Версия 2 недалеко ушла, но мы держим в голове, что преимущества второй версии раскрываются при наличии большого количества теней. Во время пробежки стабильная прибавка в 10 кадров. Здесь вы можете видеть, что нет лиан, по которым Кэл взбирается на уступы, а все из-за отключения листвы. Здесь-то мы и вспоминаем про наличие первой версии. С
Посмотрите, графика почти идентична. Тени, трава, листва, все на месте. Наша следующая остановка Илум. Прибавка пока не впечатляет. Вот теперь другое дело. Не забываем, что все это зависит от сцены, количества объектов и прочего. Поэтому невозможно сделать так, чтобы, например, версия 1 давала стабильно плюс 10-15 кадров. Да, в большинстве случаев она именно это и дает. Но порой она дает какие-то мелочные плюс 5 FPS, а порой и плюс 20-25. Так что давайте смотреть дальше. Плюс 13 FPS по сравнению с низкими настройками. В версии 2 на датамире нет белой штукатурки. Прибавка по сравнению с версией 1 более 5-7 кадров в данной конкретной сцене. Также прирост около 10 кадров мы получили во время звездных перелетов. Кашик или Кашик. Я не разбираюсь во всей этой вселенной, поэтому будет Кашик. Мне так больше нравится. И сразу динамика. Здесь версии и их прибавка выстроились в своеобразную лесенку. Низкие 22 FPS, версия 1 около 33, версия 2 в среднем более 40 кадров в секунду. И наша последняя остановка Zepho. Прирост более 10 кадров. Как неожиданно, да? Еще раз сравним версию динамики, в этот раз по отдельности. Версия 1 прирост более 10 кадров, снова. Версия 2 просто взрывает мозг, в бойне прирост двухкратный. Ну что ж, пишите в комментариях, с какой бы версии вы бы стали проходить игру. А мы пока расскажем, как установить все это добро. Установка до банальности проста. Мы сделали все так, что вам нужно просто перетащить скачанный файл с нашего сайта rqnr.ru по вот этому пути. Все, больше ничего делать не надо. Оптимизация никак не затрагивает настройки игры. Вы спокойно можете менять разрешение, даже повысить качество текстур. Но вот качество, например, теней у вас не получится повысить. Ну логично. Потому что они принудительно понижены или даже выключены. Кстати, а если вы хотите по каким-то причинам удалить нашу оптимизацию, то просто удаляйте данный пак-файл и все. Но мы вас еще не отпускаем. У нас есть кое-что такое таинственное и манящее, со вкусом крахмала. Potato Mod. Посмотрим, насколько можно убить игру. Ох ты ж ебать твою мать! Кэл, чё у тебя с лицом? Ты сам как картофель стал. Прости, чувак, не пожалел тебя реп-квалити. Зато я знаю, кто будет следующим Дартом Вейдером. Оп, и все. Все очень, сука, мыльно.
И если вы думали, что хотя бы здесь не будет белой штукатурки, то мне вас очень жаль. Эти древние гробницы. Ну и куда же без квадратов? А как вам полностью белые штурмовики? Идеальная маскировка для снега. А что это такое черное внутри огромной крысы, я даже знать не хочу. Но в этой сцене прекрасно все. От шевелюры главного героя до квадратных взрывов космического корабля. Вы думали, это минимальное возможное качество графики? Нет, нихуя. Вот это минимальное возможное качество графики. А вот теперь точно все. Вот такая получилась оптимизация игры Star Wars Jedi Fallen Order. Делитесь в комментариях своими впечатлениями, какую версию вы установили и насколько она вам помогла. Мы читаем все комментарии и на многие отвечаем. Даже можем кое-что перекроить под вас. Конечно же, если под вашим комментом будет приличное количество лайков. Ах да, про лайки на сам ролик тоже не забывайте. Нажимайте, давайте, оно вас не укусит. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть больше подобных видео. И до встречи на волнах rqnr.ru.